Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. У меня тут светится Мираночка в двоечку. Отличный старт. Вы думаете, это намек на темпларку через эльфов? Но нет. Это будут охотники через морских, скорее всего, потому что есть еще и тайд. А может и через эльфов. Кто знает. Будет идти хорошо, будет, значит, эльфы. Если будет идти плохо, то, соответственно, будут охотники. Но если будут плохо идти охотники, то, соответственно, это будет какой-то третий неизвестный билд, даже мне. Лобби, кстати, хайранговая. Тут у нас 4 ферзя, как минимум, и 1 король. Должно быть интересненько. Ну что ж, посмотрим, что к чему. Но в самом деле, если я буду играть через охотников, я не буду керрить Муэрту. Не подумайте. Нет, у меня будет особый керри, давно забытый, скажем так, он уже пылью прикрыт. Возьму, наверное, палку. Или кристаллик. Не, я возьму палку. В идеале, конечно, чтобы не клевер упало. В идеале, чтобы не упало сейчас на следующем раунде 2 охотника. Это был бы мой идеальный старт. Но. Кстати, у нас сегодня рубрика, если что, СМР контента. Я думаю, все за этим скучали. Поэтому, если ролик будет довольно-таки спокойный, не настолько сильно эмоциональный, то уж, ребят, извините, на дворе поздняя ночь. Снимать чуть раньше я не мог. Очень много времени занимало у меня домашние дела. Ну, короче, объясняться не буду, просто будет СМР контент немного. Я постараюсь максимально выдать из себя все, что смогу. Клевер. Знаете, что может быть лучше? А может быть лучше это то, что мне сейчас на следующем раунде, точнее на этом раунде, придет гномий брошка. Вот тогда это будет замечательно. Но самое главное, чтобы мне пришел снайпер ранний. Если ранний снайпер не придет, ох, и беда будет у меня. Ой, какая беда будет. Даже не передать словами. Ну, ладно, тоже такое. Если что, ролик, конкретно этот, выходит в день нового патча. Секунду, я продолжу. Я, наверное... обидно, конечно, что охотник не пришел. Зато пришла гномья брошка. Теперь мне только осталось одно. Чтобы мне пришел ранний снайпер. Как только ранний снайпер придет, все будет замечательно. Возьму уровень, поставлю вот так вот АЭМа. Будет у меня мини-танк, скажем так. Мини-танчик. Так вот, по поводу сегодняшнего ролика. Он выходит в день патча. Это будет старый патч у меня, если что, на записи. Ну, я думаю, так все понимают. Если я АЭМа купил первого за 1 единицу, это старый патч. Так вот, по поводу нового патча я написал в своем телеграм-канале, поэтому кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Он закреплен в комментариях. Там у нас еще и чат комьюнити. Плюс я пишу, когда у меня стримы. Поэтому спама никакого нет, сразу говорю. Там только информация по игре, что-то из личной жизни и когда стримю. В принципе, все. Кратко и по делу. Вот. Ролик выйдет. Ого, и снайпер. Боже, вот это вот подгон. А вот это вот подгон. Вот это, я считаю, отличнейший подгон. Такой я обожаю. Рандом мне сегодня благоволит. Тьфу-тьфу-тьфу. В любом случае, я буду записывать необычного керри. Это снайпера. Снайпера на самом деле, как патч назад, или, по-моему, даже полгода назад. Не полгода. Какой полгода? Полгода это как-то много. Ну, больше 3 месяцев назад снайпера довольно-таки сильно нерфанули. У него была скорость 1.0 атаки, а теперь у него 1.2. И на самом деле это жестко влияет на его играбельность. Очень низкая скорость атаки у него. Кстати, кто думает, почему я Миране закинул брошку, это не из-за того, что она 2 уровня, а из-за того, что она, во-первых, чем дальше стоит, тем дольше стан прокинется, и он будет накидываться на самую крайнюю фигуру от нее. Ух ты. Какой лакшери рандом. 2 двоечки со старта. Такой я обожаю. Я думаю, многие обожают, когда 2 двоечки со старта приходят. Ну, это прям сок. Так вот. Или отдать Миране. В общем, я даю скилл Миране. Какой скилл? Брошку отдаю Миране, потому что чем дальше она будет стоять, тем в дальнюю... Короче, в самую дальнюю фигуру она будет запускать свою стрелу, свою способность и будет оглушать ее на максимальный стан. Ну, соответственно, чем дальше, тем больше длительность стана. На максимальный рейндж, там, по-моему, 8,5 секунды стан. Вот. Поэтому ставлю я ее на самую дальнюю клеточку. Хотя, на самом деле, это не особо эффективно. Можно было бы, конечно, и вот этого зверя-охотника поставить, потому что у нее скорость атаки побольше будет, как по мне. Но поимпактнее все-таки будет поставить именно в Мирану скиллы. Как-никак. Вот сейчас смотрите. Ну, она сейчас АФК постоит. Подождите немножко. У нее перекур небольшой. Вот. Чпуньк. Ну, кстати, на максимальный рейндж там и максимальный урон заходит.
Отлично. Мне такой нравится. Во-первых, что я вижу? Это халявные роллы. Если сейчас я продам алхимика, я могу взять уровень и поставить халявные роллы. Или же не делать этого. Может не стоит все-таки этого делать. На самом деле немножко непонятно. У меня, кстати, сейчас небольшой пролаг был. Сейчас в один определенный момент я быстренько свапнусь, проверю, есть ли запись. Да. В общем, я подумал и решил все-таки вот сделать халявный ролл. Как-никак, у меня довольно-таки сильные фигуры со старта, поэтому винстрик, возможно, у меня будет. Ну, главное, чтобы у меня мехи выживали. Все остальное это уже дело третье. Стенка у меня будет, соответственно, из гоблинов пока что. Но только я соберу 6 охотников, я сразу перестроюсь в 6 охотников. Потому что 6 охотников это имбуля. Имбуля, особенно когда у меня есть клевер, у меня там не 60% шанс срабатывания моей пассивки от охотников, а 75 и 31 и 2. Да, стол, конечно, не шикарно приходит, но я не буду, ладно, троллей покупать. Бабка пришла, бог ты мой. Серьезно, мне бабка пришла. Блин, и хочется ее взять, и как-то не особо хочется ее взять. Может, это гоблины будут со старта вообще, но я уже гоблина алхимика продал, может и ее продать. В таком, знаете, я в небольшом замешательстве. Продавать ее, не продавать ее, оставить как есть или не оставить как есть, не знаю. На самом деле я ее продам. Я лучше выйду в 6 охотников. Чем быстрее я выйду в 6 охотников, тем будет намного лучше мне. Потому что, во-первых, если какие-то там ранние эльфы выкатятся, либо же просто 6 эльфов выкатятся, ну и, соответственно, просто у меня будет намного выше скорость атаки, соответственно, выше ДПМ в минуту, ну как ДПМ в минуту, это лучше ДПС в секунду, то есть damage per second. То есть урон в секунду будет намного выше, там уже чел 37 монет через лустрик, ну, естественно, через лустрик, как бы. Мне еще и нежить идет. Боже, у меня сейчас, знаете, в голове такая каша, что я хочу собрать. В идеале бы попрощаться с патчем через какую-то интересную сборку. Но вот у меня в голове даже не укладывается, на какой сборке конкретно вот сыграть, чтобы попрощаться с патчем. Но в принципе, ребят, кстати, я хотел об этом только что сказать. Ну, не об этом только что. А, там, походу, звери. Токио, привет, подписчики. Токио, привет. Токио, привет. Тебе тоже привет. Приветулечки. Вот. Винстрик у меня есть, в принципе, замечательно. Неплохо. Халявный ролл у меня... Да что ж такое? Мне даже Конечно, яичко сейчас мне не особо надо было бы. Вот в действительности яйцо сейчас мне не особо надобно. Я, кстати, могу поставить 6 охотников? Раз, два, три, 4, 5. 5 охотников у меня всего лишь. Всего лишь 5 охотников у меня, то есть не могу. Кстати, Тинкера я немножко подальше поставлю назад, потому что если он умрет, то халявный ролл, естественно, я не получу. А мне надо обязательно получить халявный ролл. Как чел нашел Муэрту в двойку со старта, мне непонятно. Мне вот на самом деле вот эти вот ребята, которые находятся со старта Муэрту, у меня небольшая такая, знаете, зависть. Хотя мне грех сейчас жаловаться. У меня есть 3 двойки как минимум. У меня довольно-таки сильный стол. Он у меня был бы намного сильнее, если бы у меня было 6 охотников. Там бы я вообще разваливал, по-божески разваливал. Вот. Через Муэрту я играть, напомню, не буду. И вот продолжу, кстати, по поводу несколько последующих роликов, которые выйдут у меня на канале. Если же сегодня, да, вот сегодня, естественно, у меня это вчера, то есть, точнее, это у меня будет завтра. Ой, короче, вы меня поняли. Если у меня будет завтра, а у меня будет оно все равно. И пан, например. Неплохо. Вот, ой, как неплохо. Ух, что может быть прекраснее, чем гномья брошка на 3-м раунде, молнии. На самом деле, если так сравнивать, то на 3-м раунде лучше всего, конечно же, молнии, как по мне. Вот в действительности, если так подумать, то на 3-м раунде лучше всего это молния, не гномья брошка. Вот. Потому что у меня же охотники дают доп-тычку, а гномья брошка, она увеличивает урон в зависимости от расстояния между фигурами. А так как охотники любят бить самую слабую фигуру, самую с меньшим количеством хп, то есть
Да ты издеваешься надо мной, серьезно? 2 таких орка мне пришло. Вы чё? Мне такие орки не нужны. Ну, я бы с удовольствием сыграл бы на богах орках, но... О, все, 6 охотников у меня есть. Все, 6 охотников у меня на базе. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вообще надо бы выставить. Не знаю, может попробовать еще поролять немножко на халявных роллах. Не. Буду распродаваться, лучше выйду в денежки. Лучше выйду в денежки. Яичко тратить я не буду. Это все я оставляю на снайпера, потому что, зная свою удачу, лучше пусть у меня будет все в снайпере. Кстати, по поводу вот того, что я хочу сыграть через снайпера. Не рекомендую играть сейчас через снайпера. Я хочу попробовать и показать вам, это сильно или нет. На Муэрту огромный спрос. По этой же причине я лучше попробую сыграть через снайпера. Естественно, есть гномья брошка, тут, кстати, вертолет есть на крайнее окно, он мне не нужен. Плюс здесь есть фулл морские, кстати. Ну, морские, тай там есть. Поэтому у меня, возможно, даже получится собрать фулл морских, и это будет почти что идеальный билд охотников. Самый идеальный билд охотников, я считаю, это через охотников плюс ведьмаков и медуза как керри под синергией Киры. Вот в таком случае, в таком вот сетапе, это был... ну зачем я это сейчас вам рассказываю? Это все-таки старый патч, поэтому... Ну, у вас выйдет. Да что ж такое? Ну, короче, вы меня поняли. Нет смысла в том, что я сейчас рассказываю. Я расскажу вот на текущий патч, вот, которым я сейчас записываю ролик, самый сильный билд считается такой. Это Медуза тройка, под синергией Киры и под ведьмаками, и под охотниками. То есть 6 охотников, 4 ведьмака и 2 Киры. Ну, чтобы Медуза мне хавала всех, у нее будет там заоблачное количество урона, у нее будет небольшой деф, естественно, от морских, потому что если собирать грамотно, то вы соберете еще 2 морских сверху, это как-никак, ну, 20-30 сопротивления магического. Как-то так. Даже не магического, ну да, магического сопротивления, но поглощение урона какой-то да... Ты сейчас серьезно? Я проиграю? Серьезно? Найс. Класс. Знаете, в чем ошибка? Вот жди меня, чел. Чел с ником Крепкий парень, жди меня. Жди меня, вот просто, знаете, есть такая программа «Жди меня». Вот ты меня дождись, дорогой мой. Я к тебе приду, я тебе так 5-ю точку надеру. Готовься. Готовься, мой сладкий, готовься. Я сбился с мысли. Короче, самый идеальный билд охотников я сказал, но это про старый патч. В новом патче ведьмаки будут очень жестко понерфлены. То есть их убьют окончательно. Ну, я так считаю, что их убьют окончательно. Я все потестирую. Вот, кстати. Муэрту я скипать не буду. Муэрта мне пригодится. Я бы ее даже, наверное, выставил, потому что у нее слишком жесткая пассивка. Слишком жесткая пассивка. Потому что мало ли того, что у вас охотники дают 60% и 25% шанс до птички, так у него, у Муэрты есть еще шанс 50%. 30, 40 и 50%, что сработает еще одна доптычка. Ну, мало кто знает, но я думаю, многие, кто знает, это уже прошарили. Ну, многие собирают вообще на отвали эту сборку именно через Муэрту, потому что они не понимают, зачем вообще Муэрту собирать. Они считают, что это просто сломанный персонаж из-за того, что она вечно находится в своей форме и выйдет кучу физического урона, наносит из одной физический и магический урон, то есть ля-ля тополя. Но мало кто знает, что когда Муэрта наносит с пассивки своей доптычку, есть шанс, что сработает пассивка охотников. А в этой пассивке охотников есть шанс, что сработает, естественно, какая пассивка? Муэрта. И из-за этого Муэрта люто сильный персонаж. Я бы сказал, чересчур сильный персонаж из-за этого в охотниках. Она прям жестко разваливает. И вот, я хотел вернуться к патчу. Смотрите, я, возможно, выпущу еще несколько роликов со старого патча. У меня есть уже заготовки, я их там отснимал заранее, но я решил сейчас в текущий день отснять новый ролик, чтобы вам дать эту информацию, потому что у меня уже есть заготовки роликов, возможно, не будут повторяться, не знаю, как оно получится. В общем, они будут со старого патча сейчас. Так, маску, кстати, надо брать, потому что мне нужно будет снайпера заткнуть. Но пока я закину в Траксу, наверное. Или все-таки в снайпера. Или все-таки в снайпер. Не знаю, короче, пусть будет. Нежить пока дебаф я оставляю. В любом случае там есть нежить, так что как-то... Ну, против других, конечно, может и лучше не оставлять.
Там бог-орк собирается, проблематичный. Да, проблематичный бог-орк. Пу-пу-пу-пу. Так вот, скорее всего, я выпущу пару роликов со старого патча. Скорее всего. Не факт, конечно, но скорее всего выпущу со старого патча еще пару роликов, поэтому вдруг чего, не обессудьте. Если же у меня получится снять что-то из нового патча, то, естественно, я сниму. Слышь ты! МННзи. Ты куда? Ну ты... У тебя все в порядке там? Ты куда Ты куда винстрик у него забрал? Это мой винстрик был. Он берег его для меня. У меня аж нос немножко заложило из-за него. Обалдеть. Обида, конечно. Ну ладно, я отомщу за него. Я отомщу и заберу твой винстрик, если у тебя появится. А, ну конечно, у тебя есть снайпер, у тебя есть тренд всемогущий. Сильный билд у него. Пум-пум-пум. В общем, получится снять ролик со старого патча. О, с нового. Боже, у меня уже в голове такая... А вот, кстати, вон. А ну, давай, иди сюда, дорогой мой. А, понял, принял. У тебя пассивка охотников сработала чаще намного, да? Угу, ясно. Ну ничего, дорогой. Ничего. О, а это уже хорошее подкрепление, кстати. Теперь все предметы передаю ему. Гномию брошку сейчас я верну тебе обратно. Так, маску отдай сюда. Гномию брошку забирай себе обратно. Короче, готовься, мой молодой. МННди. Готовься. Готовься, я к тебе приду. Ой, я к тебе приду. Какая уж у тебя будет беда. На самом деле, из всех сейчас самых опасных, я опасаюсь больше всего, это Гриттера. Ну и, соответственно, там есть воин немножко. Ну, там непонятно, то ли будут воины, то ли не будут. Но в любом случае, пока у меня много хп, у меня есть отличнейшая же экономика. До 20 раунда, скорее всего, у меня получится собрать 8 уровень и ролить там. Не знаю. Может... В самом деле, я еще не совсем понимаю, на чем же лучше сыграть. Не совсем понимаю. В целом, либо же собирать 6 охотников, 6 морских под синергией Киры, либо же собирать... Я хочу, если что... Ну, вдруг кто-то не понимает, я хочу подролить, усилить свой стол. У меня и так довольно-таки слабый стол сейчас. Может, эльфов каких-то поставить, может... А можно и так. Там фулл люди. Пу-пу-пу-пу. У меня нет никакой стенки, в этом проблема. Бог-орк тут есть, но бога-орка я особо не боюсь. То есть в данном... А, у него возврат... А, ну у меня маска, я отхилился, окей. Было бы у меня больше урона, я бы уже подкис. Так вот, бога-орка этого я не боюсь. Скорее всего, с ним мы попрощаемся в скором времени. У меня довольно-таки сильные охотники. Так что проблем с этим быть не должно. Жалко, у меня нету друида. Скупил всех друидов. Но я выйду лучше из инкама, скорее всего. Вышел из инкама, потому что, ну, мало ли... Короче, чем раньше я выйду в 8 уровень и в целом в 10, тем лучше будет для меня. Во-первых, у меня будет вариативность перестройки билдов. Это первый момент. Второй момент. Почему я хочу сыграть именно через снайпера сейчас, через какой-то, короче, необычный билд, а не через Муэрт, вот как обычно сейчас играют. Во-первых, я хочу попробовать собрать еще и ведьмаков через синергию Киры и Медузы Керри. Но это если получится, естественно. Я не, знаете, я не буду пытаться упороться в конкретно какой-то билд, чтобы... Хотя, может, и получится упороться. Или не получится. Не знаю, короче. Магов как бы тут не рисуется. Есть вот этот крепкий парень, который магов делает. Это единственный персонаж из магов. Поэтому, если он будет слишком жесткий на магах, естественно, я возьму и перестроюсь в морских. Вот, конечно, этот дебаф нежити меня немножечко угнетает.
Вот прям, знаете, вот такую тютельку меня угнетает. Но не сказать, что это прям что-то жесткое, грубо говоря, из этого дебафа моего же. Вроде бы да, я себе минус 25% делаю по хпшке. Ого-го, там чел на богохорках довольно-таки огромный. Маска на снайпера? Ну да, маска на снайпера, потому что его нужно заткнуть. Так как у снайпера есть огромная проблема, это его способность. Она все-таки 0,5 секунд убирает из его атаки. То есть он на 0,5 секунд себя станет. А в это время, если он нанесет тычку, то там может тычек, не знаю, 3 дать. По-моему, да, 3 тычки может дать. Ну тут неубиваемый тренд с радиком, поэтому тут, ну тут все понятно, да, тут, тренд, ребят, не имба. Не собирайте трента, ни в коем случае, тренд это очень плохой персонаж, поэтому просто не собирайте. 2 предмета вашу сборку будут сносить. У него есть радик, у него 9 эльфов, так у него еще и тренд в тройку. Ну, как-то так. Эх, еще и чел тырит моего снайпера. Ах ты крыса. Помню, раньше я играл через охотников, собирая киру и собирая зверей. То есть у меня было 4 зверя, у меня было 4... Да, смотрите, у меня было как? У меня было 4 чернокнижника, 4 зверя и 6 охотников. Это было очень сильно. Но в текущем мете, когда тебя могут законтрить, прям, ну, как 2 пальца об асфальт, думаю, эта сборка довольно-таки слабая. Хотя, на самом деле, можно было бы хоть разочек попробовать. Но из-за того, что там есть... Помните, я говорил, что бога орка я не опасаюсь ни грамма. Вот смотрите вам, ребят, вот смотрите, смотрите. Вот смотрите, смотрите. Вот что делает со мной вот этот Джага-Джага. Ему еще и маска упала 5-го тира. То есть у него 2 классных предмета. У него посох 3-го тира, который настакивает магический ДПС. И маска 5-го тира. То есть, знаете, неплохо. Так, ну дебаф нежити я пока уберу, Мэрту продам. Как я и сказал, я не буду пытаться Мэрту собирать. Ну не хочу. Вот я понимаю, что это плохо для меня, но я не хочу. А как я буду Мэрту вражескую убирать? Это через чистый урон. Я соберу ведьмачков и просто устрою такое вот джага-джага на его личике. Точнее, на ее личике. Мне, кстати, расстановку надо поменять. Вы видели, куда мне снайпера закинули? О, мне еще и Пучеву притянул. Понимаю. Понимаю. Ну, тут мой мейн-керри улетел во свояси, поэтому я сделать ничего не могу. Единственное, что я смогу сделать... кстати, да. Я в действительности это и могу сделать. То есть, если... Видите, в чем плюс Мираны, когда она стоит на ранже? Я только что Мэрти дал стан на все лицо, и она все свое свободное время простояла АФК. Не. Ну, не буду я лондруида собирать. А вот тебя, кстати, соберу и поставлю сейчас 6 охотников, 4 зверя. В принципе, замечательно. В принципе, замечательно все. Вот бы мне, конечно, снайпер намного быстрее пришел. Там чил с винстриком идет. Ну да, мне не хватает. Не хватает урона, мне не хватает в целом то ли сборки, то ли урона, непонятно пока что мне не хватает. Вот, кстати, опасный гриттер. Тоже с трендом тройкой. То есть, знаете, в чем загвоздка? Когда я хочу собрать я же заговариваюсь. Когда я хочу собрать трента в троечку, мне приходит вот такой болтецкий на все мое лицо. Даже больше. В весь мой рост. Извините на секундочку, я 1,85 м. А как это называется? Серьезно, как это называется? Мне 2 таких обалденных фигуры пришло легендарных. В обычной катке мне такой не приходит. А тут прям 2 пришло. Сразу. Сказать, что я удивлен, это все равно, что ничего не сказать. Я в таком небольшом ступоре. Таком, ну, немного в ступоре. Вот прям немного. Ой. Короче, как я буду убивать вражескую Муэрту? Мне нужны ведьмаки. Еще одна клятва упала.
У меня уже 2 клятвы есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну не хочу я через темпларку играть. Ну не вынуждай меня играть через темпларку. Ну пожалуйста, а. Ну будь ты человеком разумным. Не вынуждай. Не надо вынуждать меня играть через этот билд. Я хочу поиграть через свой билд, который я придумал. Темпларку, возможно, я просто оставлю. Но целенаправленно играть через нее я не хочу. Я, кстати, не могу выставить ведьмаков. Если бы я уже выставил, было бы попроще. Я вообще хочу снайпера собрать в тройку. У меня есть 2 яйца, мне не хватает только 2 снайперов. Там есть немножечко крыс, которые забирают моих снайперов. Если что, ребят, я любя это говорю, а то некоторые иногда пишут, зачем я обзываюсь. Я любя. Я любя и ради рофла. Поэтому ничего серьезного я такого не говорю. Мне на самом деле, ну, это рандом. Тут либо кому-то идет, либо кому-то не идет. Но объясниться стоит, а то мне сейчас предъяву. Кто бы сомневался. У меня снова мейн-керри простоял АФК. Он еще сейчас 6 книжек заработает. Ой, 6 книжек. Сейчас еще 4 книжки заработает за меня. Ну, спасибо. Понял. Прекрасно. Этот чел опасен. Он играет через Муэрту. Он опасен для меня пока что. Опасен, знаете почему? Потому что я пока что его Муэрту никак не могу ни уничтожить, ничего с ней сделать. Вообще ничего не могу сделать с ней. Вот это вот огромная проблема. То, что я не могу ничего сделать с ней. А вот сейчас я проблему решил. Я пока говорил, я эту проблему решил. Я выставлю сейчас чистый урон и расскажу этому Эрте, что почем. Сейчас отправим ее в ясельную группу, и будет он чилить. Он даже меня чекает. Смотрите, смотрите, чекает меня. Молодой, горячий. Жди меня. Жди меня. Жди меня. Ну что? А что такое? А что такое? Мэрта не смогла защититься от физического урона. Так у меня он чистый. На все твое лицо было. Как-то так. Знаете, что самое опасное? Там бог-орк становится нереально огромным. И мои ведьмаки мне не помогут против него. Объективно, мои ведьмаки против него не помогут. У него еще там Зевс есть. Серьезно? А еще там чел собирает магов. Боже, тут чел еще и Зевса. Еще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, ну, гадалки не ходи, я более чем уверен, что мои ведьмаки не затащат этого орка-бога. Смотрите, в чем загвоздка. Если я буду играть через, ну, против орка-бога, мне нужны будут морские. Знаете почему? Потому что там есть у него Зевс. Хотя у него там энигма есть. Но у него есть и Джаггер, который тоже бьет магическим уроном. Но там есть еще и котел сверху. Вот этот вот чувак играет через фулл людей. В общем, короче, ситуация ни грамма не хорошая. Плохая ситуация, плохая. Итак, а вот эльф. С Трентом троечкой и Леоном троечкой. Кстати, Леон в тройку, я думаю, если кто-то собирал хоть раз Леона в тройку, он понимает всю его мощь. Леон в тройку — это такая имба. Рекомендую. То, о чем я говорил. Ну и мне Зевс приходит с Варлоком. То есть, я когда играю на богах-орках, мне ни Зевс, ни Варлок не придет ранее. А тут вот прям как на дрожжах. Бери сколько хочешь. Ну вот, кстати, Леона... Надо как-то попробовать Леона в тройку собрать и Рубика в тройку собрать. Мне вот интересно, насколько это будет импактово. Я уже спрашивал. Спасибо. Спасибо. Бессмертие я возьму, потому что другого я ничего взять не могу. Так вот, я уже спрашивал в предыдущих своих роликах, насколько вы относитесь к Рубику в тройку. И мне, ну, на самом деле дали мало ответ. Опять обезоружь. Серьезно?
Ясно. Ну я откис, да? Кто бы сомневался. Не знаю, я попробую медузу сейчас закерить. Попробую закерить медузу. У нее все-таки массовая атака. Она будет довольно-таки быстро чистить столы. Просто медуза в двойку слабый. Слабый герой медуза в двойку. Ей слишком нужно много предметов для того, чтобы она носила огромнейший импакт. Ладно, попробуем. Знаете, что я заметил? Мне приходит Зевс, мне приходит Хан, мне приходят всякие варлоки. А где мой Тайт? На каком раунде ко мне придет Тайт? Ну-ка. Ребят, напишите в комментариях. Вот я вам даю задачу сейчас. Смотрите, я даю вам задачу. Тебе даю задачу. Запомни, я тебе даю задачу. В комментариях напиши мне, с какого раунда я нахожусь в 10 уровне и на каком раунде ко мне придет Тайт. Я надеюсь, он в целом-то придет вообще, в целом, за игру. Классно, конечно, что мне падает клевер. Может... Башер мне не нужен. Башер мне не нужен. Багровый потрошитель я возьму. Хороший предмет. Ни в коем случае его не скипайте, если против вас есть довольно-таки сильный... Опять Ханка напишу. Еще раз говорю. Мне сейчас нужен снайпер. Это первое. Второе, мне нужен Тайт. Ну, можно и бруду, кстати. Я Мирану уже могу заменить. Вот будет бруда, будет Тайт. Бруда мне нужна, потому что она дает оцепенение. То есть корни, грубо говоря, да, вот, ну, в паутину делает вот так вот чувачка. У нее нет маны на способности, она довольно быстро откатывается, плюс она дает миссы. Как-никак, если вы с керри каким-то останетесь на 1 или же бруда закинет свою паутинку в этого чувачка, это будет жестко. Так вот, задание я вам дал. Напишите. Байт на комментарии, ребят. Это байт на комменты. На каком раунде я взял 10 уровень? И на каком раунде ко мне пришел Тайт? Всемогущий мой любимый Тайт. А знаете, в чем еще прикол? Вот даже не знаю, как сказать правильно. Не то, что не знаю, а сейчас. Ну, вот то, что я говорил. Смотрите, насколько слабая медуза. Точнее, не так. Она довольно-таки сильная сейчас. У меня нет отхила. Был бы отхил, возможно, все было бы прекрасно. Но отхила нет. Мне нужно... Ты ж помнишь, да? Ты ж помнишь, я к тебе обращаюсь. Ты ж помнишь, да? Что нужно написать в комментариях? Хватит ли мне 4 морских? 50 на 50, я думаю, хватит. Там жесткая муэрта. Не знаю, скорее всего, придется поставить 6 морских. Знаете почему? Потому что там чел уже взял 11 уровень, а сейчас выставит драконов-магов. И будет мне такое устраивать, круть-верть. Его, конечно, опять обезоружу. А вот еще один Зевс. А нормально вы так устроили, если... А, ну, это вот тот и чел, кстати, пришел ко мне. Да, мне, наверное, придется все-таки 6 морских выставить. Что-то он жесткий какой-то. Ну, бог-орк там прям нормально так расфармился. Так, медуза. Ну, я не знаю, я, наверное, не успею собрать ее как надо. Я попробую морских все-таки поставить. Я попробую поверить в морских. Бруда, кстати, пришла. Отлично. Так, коня я продал. Он мне не нужен. Муэрту возьму. Возьму пока Муэрту. Мне нужен Саларк. Саларк. Ух ты, кстати, кто пришел. Так, все, отлично, поехали. Так, это тебе. Маска тебе, чтоб ты заглох. Боже, как я вовремя успел маску закинуть ему. Мне понадобится, наверное, БКБ. Знаете, почему мне понадобится БКБ? Ёлки.
А нормально. Там же еще чел с Муэрто не вылетел. Это плохо. Я надеюсь, ему Муэрто не придет. Мне нужна Кира. Так, отлично. Кира есть. Муэрто есть. Кстати, Муэрту сейчас можно взять чисто ради бабчика. Так, Бруда в двойку есть. Отлично. Где мой Сларк? Один, единственный Сларк. Мне не хватает Сларка для полной мощи. Это классно, что ты приходишь. А Сларк? Хотя на самом деле, может, и стоило мне попробовать собрать. Не знаю, я, скорее всего, такую глупую только что ошибку сделал. Зачем я Медузу продавал? Наверное, все-таки стоило мне Медузу оставить. Жесткий бог-орк. Ему Варлок в двойку еще пришел. Неплохо ты там придумал. Еще и суммонер. Ай-яй-яй-яй. Ну, конечно. Ну, там Джаггер еще и в троечку ранее пришел. Что может быть хуже? Я даже представить не могу, что может быть хуже. Серьезно. А где мой Сларк? Так, дракон Маг, здесь он двойка. Как же... Там еще и... Ладно, сейчас. Криты. Кстати, ну, из предметов у меня довольно-таки все хорошо. Знаете, чего мне не хватает? Мне не хватает маски 5 тира. И мне не хватает сейчас Сларка. А почему мне не хватает Сларка, я сейчас объясню. Во-первых, там есть маг-дракон. Это первый момент. Второе, там есть бог-орк. У него много магического урона. Много магического урона. Во-первых, Джаггер крутится. Тайт пришел неплохо. О, Кира. Как хорошо, что я не скипнул сейчас Киру, алхимика. Прикиньте, если бы я взял и продал бы этого алхимика. Насколько было бы обидно. Сейчас, кстати, выберу персонажей, которых схаваю. Муэрто. Ребята, я напоминаю, вдруг чего. А то сейчас полетят комментарии мне. Я не играю через Муэрту сейчас. Я целенаправленно не играю на метовых таких вот сборках. Особенно через сломанных героев, особенно Муэрты. Какой же там Джаггер прекрасный, боже. Мало ли того, что у него Джаггер прекрасный, у него отличный Джаггер. Он довольно-таки рано ему в тройку пришел. У него классные предметы сразу пришли. Так мало ли того, у него Энигма, у него... Ну, приколдесно. То есть, когда я играю на богах-орках, мне Зевс в двойку не приходит, мне Варлок в двойку не приходит. Обезоружь, понял, принял. А, ну, снайпер нормально так накидал сейчас. Самая быстрая рука Запада. Дикого Запада. Вестерн. Пока-пока. Отлично. Ух. А что по Сларку? Сларк будет? Ну, естественно, нет. Конечно. Конечно, кто бы сомневался, что Сларка не будет. Я не сомневался ни грамма, что Сларка не будет. Если кто-то сомневался, то ваша проблема. Я не сомневался. Фу. Какая же ты заноза задница этот Сларк. Самое жесткое то, что у этого Джаггера есть Радик, Алое Сердце, у него есть взгляд Азеса, у него есть маска 5-го тира, там Джаггер, ну, он максимально сложен. И у него еще и один взгляд Азеса есть. Какая же ты душнила. Мне даже здесь морские... Я не знаю, что мне здесь поможет. Даже ведьмаки мне здесь не помогут. У него 4 брони. Если я даже поставлю фулл ведьмаков, а толку от этого? Я из-за того, что имею камень Киры, я все равно половину своих персонажей жираю. Я не получу даже бонус 60%.
Я ружье скипнул. Сларк потерялся. Он не потерялся, он в запой ушел. Вроде бы как снайпер должен уходить в запой, потому что это гном. Боже, посмотрите, 6,0 скорость атаки. И, естественно, баф охотников не срабатывает. Ну, я нанес первую тычку, но баф охотников не сработал. Дефолтная ситуация. Нет, 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 снайпер. Стреляй. Заряди соль и стреляй. Отстрели его. Он украл у тебя там на огороде, не знаю, что-нибудь. Красава. 56 тысяч урона у снайпера. Ух. У меня есть все шансы проиграть. Ну, кстати, не было бы у меня сейчас бафа морских, я бы откис намного быстрее. Я более чем уверен, что я бы намного быстрее откис. Мэрту я буду собирать, но я ее схаваю. Или не получится Мэрту собрать, схавать. А у меня, наверное, не получится схавать ее. Не знаю, может как-то так расстановка повлияет сейчас на все. Я знаю, что одного персонажа не выставил, просто, ну, Так, Варлок отлично, я душанул, хорошо. Так, Медуза успела закаститься, отлично. Боже, уберите снайперу этот скилл, я молю. На каких соплях я только что вытащил? Вы видели? У меня там у снайпера, наверное, хп 500 оставалось. Вот, знаете, в чем еще минус? Там есть у него Энигма двойку. Она нанесла 15 тысяч чистого урона. 15 кусков чистого урона она мне нанесла. Вроде бы я сейчас тащу, но, понимаешь, у меня есть предчувствие... А вот, спасибо тебе нашелся. А теперь, скорее всего, я его вынесу без шансов. Но тоже, баф морских не работает против Джаггера. Объясню почему. У морских есть такая тема, что морские возвращают урон, который впитали, да? Который я впитал. Короче, сколько магического урона мне нанесли, сколько я его впитал, сколько смог отразить, поглотить, то столько, когда щит, ну, тик сработает, то вернется от морских. Но против Джаггера это не работает, потому что у Джаггера есть такая тема, как иммунитет к магии 80%. А так как если у него есть хоть одна шмоточка, которая дает ему магическое сопротивление... Ну, короче, в любом случае, извините, из 4000 урона, это, ну, даже не так, с 1000 урона это будет 200 урона возвратки. Ну, кстати, доспех экзорцизма я возьму, там слишком много дебафов. У меня хотя бы будет 2-секундное окно, где я смогу немножечко пожить. Я, скорее всего, продую. Ужасный предмет упал. Кираса это не лучший предмет. Я бы даже сказал, это один из худших предметов, который мог мне упасть. Один из худших предметов. Ну, 6 морских... Вот сейчас ощутимо, что 6 морских работает. Я, кстати, еще поставил морских из-за того, что, во-первых, у него есть хан. Хан у него есть. У него есть Зевс. У него есть шаман, который тучку кладет. Но у него там достаточно много магического урона. Тот же самый Зевс двойку, он уже может шотать весь мой стол. Несмотря на то, что у меня есть энергия Кира. Способность Зевса... Неплохо его ваншотнул. Да все, ему ГГ. Да ладно, я в себе, короче, не сомневался. Все, я его вынесу. Вот бы, конечно, мне еще Муэрта в тройку пришла, я бы ее исхавал. Ай-яй-яй. А знаете, что я сейчас только осознал? А Муэрту-то в тройку я не смогу схавать. Я, кстати, вот сейчас доспех экзорцизма как бы себе закинул, но не будет ли это ошибкой? Не будет ли это ошибкой? Может, мне лучше стоило оставить Кирасу, как-никак она в области снижает броню, и мой снайпер намного больше наносит урона. Да и сам он поплотнее становится. Хотя там много чистого урона от Энигмы. Да не только от Энигмы, там много урона.
Ну, он големы, посмотрите, как душит големы. Что големы много урона наносят, что в целом все наносит много урона. Откис? Серьезно? Живи! Еще парочку. Еще. Стреляй, стреляй. Я думаю, МКБ бы мне здесь не помогло. Вот я сейчас что-то, знаете, у меня мысль в голове пронеслась, что мне бы МКБ неплохо зашло, но там только Радик на мисы. Не думаю, что Радик настолько много, ну, дал бы мне. Не знаю, может отдать экзорцизм Тайду, а себе Кирасу забрать. Конечно, 6... Он Хана в тройку собрал. Он собрал Хана в тройку. Ой-ой-ой. Но в любом случае это хорошо для меня. Там Хан наносит способностью 50% чистого и 50%, чистого, 50% физического и 50% магического. Тем самым мое отражение морских должно хорошо отражать. Серьезно? Меня просто из контроля не выпустили, прикиньте. Живи. Я в тебя верю. Я никогда в жизни в тебя так не верил. Дед! Стреляй, говорю. Какой же ты фартовый чел. У меня нет слов. Мне здесь добавить просто нечего. Посмотрите, какие у него предметы. Они ему упали сразу, а мне упало, ну, болт на 28. У меня больше нечего сказать. Вот просто нечего сказать и все. Возможно, я неправильно рассудил и нужно было оставить ведьмаков. Но тоже, посудите, вот ребята сами. Да, там много чистого урона. Там Шаман Лавы, там Энигма, там Варлок, который суммонит. Там тоже есть физический урон в виде Хана, который наносит 50% магического, 50% физического. Но не было бы морских. Меня бы мог Зевса прокинуть. Может быть, стоило оставить 4 морских и оставить 4 ведьмака. Но тоже у него не было брони. Какая у него броня? У него 4 брони было всего лишь. Может, реально МКБ мне нужно было, но тоже МКБ бы могло меня не спасти. А вот этот предмет, багровый клинок, он меня немножечко, ну, все равно выручал. Знаете почему? Потому что, когда он накладывался на Джаггера, там двойной урон я наносил. То есть, если крит на 3000 вылетал, то там вылетал крит на 6. Мне, короче, больше здесь нечего добавить, ребят. Я считаю, текущий ролик это отличное завершение патча. Вот реально отличное завершение патча. Обидно, конечно, что я занял топ-2. Челу очень хорошо повезло, во-первых, потому что у него пришли хорошие фигуры. Они ему пришли довольно-таки рано. Мне, когда я играю на богах... Короче, вам не интересны мои жалобы. Я думаю, все прекрасно понимают, как мне везет. Сколько раз вы видели на моих роликах, насколько сильно мне везет. И через какие натяжки я, вот знаете, вот вырываю топ-3, топ-2, там, ну, прям реально натянуто вырываю. Ну и сколько на стриме вы видели, как мне идут фигуры. Поэтому я даже добавлять об этом не буду ничего. Это рандомайзер. Как-то так. В общем, что я хочу сказать. Отличное завершение патча. Катка. Я ей доволен на 120%. Единственное, что снайпер все-таки божеский керри. Да, он там тащил в определенных моментах, но сравнивать с Муэртой лучше не сравнивать. Да, Муэрта бы, я более чем уверен, Муэрта бы такого Джаггера не затащила. Вот в действительности не смогла бы. Муэрта бьет
большую часть времени магическим уроном. А Джаггер, он вечно в крутилке, так что ему было бы абсолютно плевать. Единственный плюс Мерта это в том, чтобы она не чувствовала бы вот это вот замедление атаки, так как у нее бы пассивка срабатывала там чуть ли не каждые 3 секунды. Возможно, мне не стоило продавать Медузу и делать ее в тройку, и потом через энергию Киры гнать, и потом собирать ведьмаков. Ну, как вариант. В общем, давайте так. Понравился ролик? Ставим лайк, пишем комментарий, что думаете вы по поводу этой катки, а также не забываем подписаться на мой YouTube и на мой Telegram. Ссылка на телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!